Сегодня я хочу рассказать об очень интересном и пока еще мало знакомом многим садоводам растении, которое поражает своей неприхотливостью и ярким цветением. Называется клеродендрон бунге. Крупные соцветия этого листопадного кустарника чем-то напоминают гортензию. Их диаметр может достигать 16-20 сантиметров. При несложном уходе растение наращивает большие цветочные шапки, плотно набитые звездчатыми цветками. Каждый цветочек имеет до 5 лепестков и очаровательные длинные тычинки. Вид цветущего клеродендрона невероятно украшает сад. Его соцветия чем-то напоминают вспышки салюта и создают атмосферу праздника. Цветение этого кустарника не только яркое, но и ароматное. Многим оно напоминает сладкий запах сирени. Цветы клеродендрона всегда манят к себе разных бабочек и полезных опылителей. К тому же цветет клеродендрон бунге очень долго, с июня до прихода осенних холодов, а в тепличных или домашних условиях и того дольше. В тепле это растение способно цвести с небольшим перерывом практически круглый год. Родиной клеродендрона является Восточная Азия. В диком виде его можно встретить в лесах Китая и Вьетнама. Но несмотря на свое азиатское происхождение, этот неприхотливый многолетний кустарник хорошо прижился в самых разных уголках мира. Его выращивают в открытом грунте и в домашних условиях, как комнатную горшечную культуру. Последний вариант особенно подходит тем, кто живет на территории с суровым климатом. Как утверждают опытные садоводы, это растение способно выдерживать понижение температуры до минус 29 градусов по Цельсию. Зимой побеги кустарника могут вымерзать, хотя осенью их можно пригнуть к земле или же обрезать на 3-4 междоустлия от уровня почвы, например, как древовидную гортензию. Затем просто присыпать толстым слоем опавшей листвы или другой органической мульчи. Клеродендрон бунге очень выносливое и живучее растение. Даже после серьезного обмерзания и полной гибели надземной части весной куст заново наращивает прикорневые побеги. Однако это касается только данного вида. Другие клеродендромы в холодных регионах выращивают исключительно как тепличные и комнатные растения. По своему опыту и то, в чем я воочию убедилась, могу утверждать, что клеродендрон бунге отлично прижился в нашей климатической зоне 5Б. Он прекрасно растет во многих городских парках Европы и на территории Украины, даже как дикорос. Клеродендрон хорошо себя чувствует в полутенистых местах и под ажурной кроной деревьев. Если присмотреться, то на видео видно, как он растет на городской территории. Вокруг не ведутся специальные работы и тщательная прополка сорняков. На этом тенистом участке клеродендрон себя прекрасно чувствует и без специального ухода. И я не уверена, что его здесь как-то на зиму укрывают. Это говорит о высокой выносливости кустарника и способности возобновлять свой рост от корней. Но хочу сразу предупредить, что клеродендрон также склонен к разрастанию, особенно в садах с теплым климатом. Если вы хотите удерживать его поросль, лучше сразу высаживать саженцы в почвенный ограничитель. Также стоит отметить, что в садах с холодным климатом этот кустарник вырастает максимум до 80 см, реже 1,5 метра в высоту. В регионах с жарким климатом клеродендрон бунге способен расти даже в виде деревца. Это многолетнее растение относится к семейству яснотковые, что уже само по себе говорит о его завидной живучести и активном росте. С выращиванием клеродендрона справятся все, тем более, что им можно украсить даже притененные участки в саду. Если вы захотите посадить у себя этот кустарник, отведите ему специальное место, где бы он никому не мешал. Клеродендрон бунге любит рассеянный свет и в меру влажную органическую почву. Мульчирование также ему не помешает. При выращивании в домашних условиях горшок лучше определить на подоконнике восточной либо западной ориентации. На южном окне листва может увядать. В зимнее время растению необходимо создать период покоя.
с температурным режимом около плюс 15, не выше плюс 18 градусов. Это необходимо для будущего цветения клеродендрона. Если он будет постоянно вегетировать и находиться в жарких условиях, есть вероятность, что куст в следующем сезоне не зацветет. Агротехника клеродендрона очень схожа с гортензией. Он также любит полив, небольшое притенение и хорошее питание. Грунт должен быть рыхлым, органическим, со слабокислой реакцией в пределах 4,5–5,5 pH. Также крону в жаркий период можно опрыскивать мягкой водой, только не на солнце. При посадке избегайте жарких мест, участки с высоким залеганием грунтовых вод и щелочным составом почвы. Чтобы куст стабильно цвел, его подкармливать несколько раз за сезон, начиная с весны и до окончания лета. Используют комплексные удобрения для цветущих культур. Можно брать удобрения для гортензий и рододендронов. Вообще клеродендрум бунге с гортензией очень схож, хотя эти растения относятся к совершенно разным семействам. У клеродендрона бунге плотные побеги с крупной сердцевидной листвой. Листья могут иметь темно-зеленую и даже варьегатную окраску. Цвет иногда меняет свои оттенки на фиолетовые тона. Крупные и достаточно плотные соцветия очень красиво сочетаются на контрасте темной листвы. Яркие цветы клеродендрома отчетливо видны даже издалека. Они невероятно украшают тенистые уголки сада. Но это еще не все прелести этого кустарника. После того, как цветы отцветут, на их месте завязываются ягодки. Сразу хочу отметить, что в пищу они непригодны, но их вид украшает сад не меньше цветов. Плоды клеродендрона по мере созревания меняют свою окраску. Часто на кусте можно встретить яркие гроздья с разноцветными ягодками-костянками, привлекающими внимание. Если вы захотите размножить клеродендрон, сделать это очень легко. Проще всего отделить весной или в начале лета и пересадить его в корневую поросль. К тому же кусты превосходно делятся и черенкуются. Черенкование схоже с гортензией крупнолистной. Клеродендрон также размножает семенами, хотя этот метод немного сложнее и дольше. Интересно, что это растение было известно еще с древних времен. В Древнем Риме его цветами люди украшали храмы и свои жилища, в основном богатые горожане. Кстати, название клеродендрум в переводе с греческого означает «судьбоносное дерево», а приставка «бунге» была присвоена в честь известного натуралиста и путешественника Александра Бунге, который посвятил немало времени на выращивание и изучение привезенного из Китая данного вида. Надеюсь, что вас также заинтересовал этот неприхотливый и долго цветущий кустарник, выращивать который можно не только в домашних и тепличных условиях, но и в открытом грунте. Поделитесь и вы своим мнением о клеродендруме. Я буду благодарна всем вашим комментариям, добрым советам и лайкам. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Я же, в свою очередь, постараюсь и в дальнейшем знакомить вас с самыми необычными, редкими, неприхотливыми и красивыми растениями. А если вам это видео было интересно, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.